Девочка кормит Мишу. Наверное, Германия. Как-то странно у нее, видите, внутри трещина и склейка. Такого оленя мы с вами, или лося видели у кого мы видели? Сосед Аси, Вадим. ГДР. Красота. У меня, кстати, есть подобные, только красненькие. Все Германия нам говорят. Наверное, нам. Там ларечки, киосочки, или как это назвать. Я частенько что-то покупаю. Здесь, видите, ткани разные. О, есть даже вот что-то такое. Кружевное. Так, вот это надо узнать, сколько стоит. Мне такое надо. Элла смеется. Ну, у тебя уже все есть. Что надо? Это неправда. Мне постоянно что-то надо. Сколько стоит? Здравствуйте. 200 рублей. А, тут их два. Сейчас посмотрю, по сколько они тут. Или вы знаете метраж? Километра? Угу. Так, вот у него есть на подушнице. А вот такая? 150. Иван Царевич убил ворона, который нападает на лебедя, наверное. Так, вот здесь что-то интересное. А вот такие? По 100. То ли манжеты, то ли воротнички. То ли и то, и другое. Вот такой воротничок есть. Спереди на завязку идет. Угу. Шарфик вот такой узкий. Тоже прелесть. Нежная какая вставочка. Здесь целые коробочки всякой мишуры кружевной. И даже нитки есть. Вот эти плотные, хорошие. Толстые. Чья-то шкатулочка. Вот эти тоже неплохие. Тарелочка. Тоже охота, по-моему, да? 84 год. Прекраснейший подарок. И к ней в пару здесь есть вот этот еще товарищ. 1000 рублей. Нету шпаги. Санчо Панса. Или ты Дон Кихот. Сколько пластовый камень стоит? 1500. Франц. Что? А, еще лампа красивая. Нравится? 926, 3 единицы. 8595. Подошел к Надежде Егоровне, помните вот этот ручник, да, ручник же снимал у нее. У нее здесь вот новинки есть. А это получается на подушнице или салфетки? Да. Нет, потому что же они маленькие. Наволочка для подушки. Все-таки наволочки, да, маленькие такие. Надежда Егоровна вот тут мне новинки свои рекламирует пока. Петли есть, пуговицы, да. Ага. А скажите, почем они у вас? Ну вот это хочу за 500, а это 300. Ну, нормальные, Просто доступные техника цены. разная совершенно. Красота. Так, а здесь у вас еще вот роскошь. Это вообще дореволюционная. Накидочка. Да. И Уголком туда, видите, она углом спускается. Ну, красиво, вот уже одели на блузку. Как будто она тут и жила. это все дореволюционное. Угу. Это воротничок здесь, да? Нет, это не здесь, это я его просто приложу. повесила. Ага. Мне не надо? Да. Очень интересная вещь. Вот старые, это вот эти вещи, это не очень старые, сразу говорю. Это машинная, но неплохая. Ну, это очень прям вкуснятина. Только надо под нее подушку сшить, да? Да. Потому что таких же размеров ты не найдешь.
Здесь вот еще товар вот такой у нее есть. Ну, различные у нее здесь и броши. Ага, да, да, заиграла сразу все. Брошь вот очень интересная. Помните, да, я у нее показывал вам вот эти салфетки. Мы по ним уже будем узнавать Надежду Егоровну. Нет, это моя медаль. Вот эти броши у нее здесь. Сравнить человека. Котик вот интересный. Это Чехия. Чехия? Вздыбился, что-то увидел или услышал. А вот это что такое? Мальтийский крест. Мальтийский. Вот эти хорошенькие. А сумочка у вас сколько такая стоит? Я 8 тысяч прошу. 8. Но она редкая вот по форме. Редкая форма. И рисунок свой идеальный. своеобразный. Ага. Очень красивая, да. Ну и хорошее состояние. Пуанты, да? Или туфельки просто? Пуантики? Нет, это подвеска, наверное, просто. Может, для ключей даже подвесок. А, да, вот у нее такой, как карабинчик. Такая миленькая вещица. А это, наверное, на стакан повесить или куда-то еще обезьянку. Вот так, напримерчик. Нет. Вот лисичка хорошая. Это не Турыгина. Это военка. Я даже не знаю, что это. Она фарфоровая. Не вот как турыгинские. Вот эти вот лисята, зайчата. Вот. Это. Сколько она у вас стоит? 800. Хорошая. Полые. А это, видите, полые. Цельная. Цельные. О чем? Вот эти, ну, в принципе, можно по 1000, по 900 рублей вот так вот. Но это не посеребряно? Нет, это, может, мельхиор, ну, может быть, чуть-чуть. Могу отколоть, посмотреть, Да. конечно. А часики вот эти? В принципе, это, как они, танковые называются. Это 57-й год там написано. Значит, это, ну, за 1500 минимум. Так, 2000. А из чего они? А Из это чего? пластик. Пластик? Конечно. Просто это танковые вот эти сами циферблат. И вот придумали это делать вот в 50-х годах. А, вот у вас еще интересная шкатулочка. Это тоже часы. А, это часики? Вот, но они, не знаю, под ремонт. Ну, украшать столики дамские, да? Так, а вот это у вас что за красота? Вот это? Да. Мне кажется, здесь должна быть металлическая какая-то подставка. Основа, Или в да. конце концов, если ее не будет, то должна ручка, это точно. Я так думаю. То есть это часть фрагмента. Ну, умельцы Очень сплетут, так интересно- скажем, да? Очень интересная довоенная вещь. Легчайшая. Ага, да, да. Есть там что-то Скорее всего, Украина. размыто? Я так думаю. Очень сложно разобрать. Ну да, сложно. Хорошо, спасибо вам. До новых встреч. Спасибо вам. Смотрите, какой здесь соусник с печатью, с кракелюром. Очень красивый, нежнейший. Но это у него там не скол, ничего. Это вот, я не знаю, там какой-то... Видите, все целое здесь. Коллекционные вещи. Ну, в принципе, можно использовать, если при желании. Смотрите, какая печать. Написано РСФСР, написано фаянс. И что там еще написано? Глав чего-то там. ММП. Ну, короче, можно поразбираться. Красиво. 300 рублей всего лишь. Очень симпатичная вещь. Книженция здесь очень такая необычная, интересная и, по-моему, редкая. 1926 года издательства. Ну, это 1905. Ну, что-то, в общем, еврейское и рабочее движение. Что-то тут прям такое интересное. Так. 1937 год.
А здесь 52-й. Это, наверное, проверка за проверкой была, да? Ну, в общем, в любом случае старенькая, по ней видно, что она старенькая книга. Здесь «Жизнь Пушкина» также вижу книгу. Читать, правда, некогда. Я как-то такой своеобразный человек, я читал очень много сказок в детстве, и со сказок я не смог перейти на что-то серьезное, я так в сказках и остался, поэтому, наверное, у меня немножко такое свое восприятие и мира, и вот то, как я вам передаю все это, вы, наверное, это чувствуете, это именно, наверное, поэтому такая задача у меня, как правильно сказать, окунуть в прошлое, быть немножко, жить мечтательным быть, вот так, наверное, правильно сказать. Так, идем дальше, смотрим, что тут есть. Пока прям топчика я не увидел, но, может быть, еще впереди он нас ожидает. Вот с таким рисунком пока я не встречал сервиз. Тоже, наверное, какие 70-е годы примерно, ну, ориентировочно, я предполагаю. На ножке, на юбочке, да? Вот такой. Здравствуй, это новый набор, не пользуюсь. Ребрышки на ручке, видите какие? Сколько он стоит? Вообще 2,5 я просил. 2,5. Сейчас за 1,5 отдам. 1500 отдам. Все, он полноценный, видите? 6 кружечек, сахарница, молочник и чайник. Все на месте. За 1,5. 1,5 отдают. Кстати, таз. Таз здесь вижу. Можно сделать. Я вот еще как раз я не хочу на своей кухне. Я же квартира-то съемная, и в этой квартире еще никто не жил. И я так и не приобрел кухню. Вот у меня желание найти антикварный шкаф, нижнюю его часть, и сделать, не знаю, здесь дыру, кран. Ну, короче, специфическую такую рукомойник. Хоть, может быть, даже и удобнее в современной раковине мыть посуду, но я вот хочу в таком, чтобы это у меня было, видите, более... Ну, чтобы это все продолжило, подчеркнуло мой шкаф и все остальное, все, что у меня там есть. В антикварном стиле было. Ну, вот таз. А, кстати, сколько он стоит, сейчас спрошу. 1000 стоит. Это пластик. Может быть, даже сами наклеили все это. Пыльное, конечно, все трогаешь руками, а оно все пыльное. Вот какая-то необычная ложка, снова новогодняя, на ней снеговичок. Снеговичок. Здесь много хрусталя. Я хотел гравити. Вот эта штука интересная с ложечкой. Это надо аккуратно идти. Надо... Это же надо... Здесь соломка Вот с перечницей и Она горчичница, возможно. И сервис вот тоже интересный. Сколько такой стоит? 4 штуки, одна где-то у меня не вытащил, забыл в бумаге. Сколько он у вас стоит? А? Сколько стоит? За 3000. 3000. Ну так вот, одна вот так 1000 рублей. И это отдельно вот, 1000 рублей. Так он дороже, если по я буду продавать. как-то проще. 1000. Пряжечка 1500. Один камешек выпал. Очень красивая, большая. Барочная такая. Эх, роскошная вещица. Вот эту еще вещицу хотела вам показать. Для святой воды, что ли? 300 рублей стоит. Для святой воды, да? Или что? Паильничек вот такой. Наверное, пробочка была, да? Пробочка, наверное, была. Нет? Ух ты, какая ракушка. 500 рублей. Ваза очень красивая.
Здесь такая прелесть. А такая? Сколько стоит? Да. Что-то 3000. 3. Прелесть какая, смотрите. Пойдет на заставку. 3000. Такая крышка. А здесь судочек. Ну не судочек, а как тарелка. И она термо такая глубокая. А там нету внизу емкость наливать горячая, нет? Вот такая крышечка. Вот, гадаем, что это. Цыплятка. Карандашница, 1000 рублей. Смотрите, какая роскошь. Из 2 ракушечек. Прелесть. Даже надпись есть, какая-то роспись, видите, там внутри. Роскошная штука. Вот так вот тоже передавай, да передавай по наследству. Очень красивая вещь. Ваза 1000 рублей, вот это, модерн. Смотри, какой набор. Ну, я помню, что у меня точно была такая шапка. Ой, да чего смешная. С помпоном. Ой, какая прелесть. Помню, как меня на санках везут в детский сад в шубе, еще укутанный сверху этим, потому что поземка метет, укутанный чем? Одеялом таким, зеленым в кубик. Помните, да, такие одеялки? Сухарница, кстати, вот такая прикольная для дачи. Сколько стоит? 700 рублей. Просто винограда редкая, реально. Легкая. Классная вообще. Сегодня вот 2 уже купили. Видите? Точно таких же? Нет, там корзинка вот такая была стоячая. Тоже суперская. А вот подстаканник такой, это очень редко. Это подстаканник называется? Нет, подстаканники были еще вот такие же. Винограда редкие, из этой же серии. Очень редкие. Корзинки еще были 2 маленькие. А шапка сколько стоит? Шапка 700. Это до 70-го года. Если помните, все фотки не были. Помню, я с 79-го. В этом состоянии идеала. Да. Это сниму для королей. Боксерские перчатки. Made in USA. Тула. Машиночка. Тульская красавица. Колесо внутри. Видите, как интересно? Ух, целый мир отдельный. Интересно. Болтается все. Море воют ураганы, в синем море тонут лодки, большие корабли, на дно уходят с якоря, с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Захлебываясь в пене, в море тонут корабли, пусть на дно они ложатся с якоря, с парусами, и тогда твоими станут золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины
подождем. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим кораблем.